Здорово, ребят! Ну, наконец-то закончился этот ужасный 2022, и мы, затаив дыхание, вступаем в 2023. Я очень вам желаю, чтобы все горести и беды обошли вас и ваших близких стороной, чтобы здоровье и благосостояние только увеличивалось, и вы не попадали в места, куда попасть не хотите, чтобы сохраняли благоразумие и достигали только добра и счастья в этой жизни. А еще мой друг Ясень хочет сказать вам пару слов. Спасибо, Максим. Вашему вниманию я хотел бы представить две серии нашего путешествия на дрезине по линии Валдай-Крестцы, заброшенная линия. Вот чем отличается место водителя? Подушкой и наклейками с голыми бабами. И снова весело дрыщит мотор, лязгают колеса, поют рельсы. И кто знает, что ждет нас за поворотом пути. Серии были сняты еще весной, на 9 мая, но смонтированы они только сейчас. Приглашаю посмотреть на свой канал. Буду рад новым подписчикам. От себя еще раз поздравляю вас с наступившим 2023. Мы начинаем! Ну ладно, поехали! Какую технику безопасности он не соблюдает? Все? Какая эстетика! Очередная победа безумия над здравым смыслом. Советский Союз по праву называют великой железнодорожной державой. Нашу страну можно назвать и великой державой детских железных дорог. Здорово, путешественники! Давно уже витала в голове идея устроить зимние заезды на дрезине. И вот, наконец-то эта идея сбылась. Сегодня нашим полигоном будет точная 3D-копия трассы Малой Московской детской железной дороги. Слушайте, оцените, а? Какая детализация, какая прорисовка! И вот уже наша модель дрезины. Вообще, детские железные дороги – это очень интересное явление. Начнем с того, что это вообще-то учебное предприятие, которое в детские неокрепшие умы вкладывает железнодорожную науку. А продолжим это тем, что в летний период времени молодые ребята и девчата могут применить все эти полученные знания на практике. Тут и начинается волшебство. Школота становится машинистами, помощниками, диспетчерами, стрелочниками, вагонниками, проводниками, путейцами, кем угодно, билетными кассирами. Они объявляют по громкой связи, они обеспечивают перемещение пассажиров по, пусть и маленькой, но настоящей железной дороге. Как бы здесь фишка в том, что шутки кончились, здесь все по-серьезному. И ребята по-настоящему работают в свои смены, выходят, заполняют табеля, это у них целая жизнь здесь проходит. Но самое крутое, что это все формирует такие классные черты характера, как ответственность, серьезность, подход к делу. Это действительно помогает ребятам как-то становиться взрослее и дает бесценный опыт в этой жизни. Такие вещи, они действительно пригождаются. Так вот, мы с вами, типа на Кратовской детской железной дороге. Ее строительство началось в 1936 году, что примечательно, детскими руками. Эту дорогу построили пионеры. И уже в 1937 году ребята вышли в свою первую смену, начался первый сезон этой железной дороги в работе. Представляете, они сами для себя ее построили. Конечно, да, им помогали более старшие товарищи, но сам факт. Ну и пару слов о том, как здесь это все работает на практике. Принимают в обучение, берут в оборот ребят с 5 по 8 класс всех школ от Москвы до Галутвина. Другим просто добираться будет тяжело. С октября по май они учатся, занятия проходят раз в неделю, рассказывают им и общий курс железных дорог, и уже какие-то введения в специальность, уже обучают ребят тем, чем они будут заниматься с конца мая по последние выходные августа. А это именно практика, та самая.
Железная дорога работает со вторника по субботу. Отправление первого поезда с Пионерской, это станция ближе к платформе Кратова, в 11 часов утра. Ну и далее ходит раз в час несколько пар поездов в день, таким образом и проходит. Ах да, что интересно, в 2020-2021 году ребята возили воздух. Все-таки последствия эпидемии коронавируса. А ребятам надо как-то отрабатывать полученные знания. Так, ну ладно, поехали. Целина, все дела, с Богом. Да, тяжело едет дрезина по Пухляку. Так, ну ничего, раскатаем. Вокруг лес. Не мудрено. Да. Вот такой вот ночной зимний дрезининг. Ох, как же ей тяжело. Ну, нападало прилично. Да, назад пойдет намного лучше. Да, спустя 6 лет работы двигатель, видимо, нуждается в регулировке. Ну или так столько снега нападало, что она еле выгребает. Надо сделать техническую остановку и посмотреть, все ли с ней в порядке. Дайте-ка гляну, что у нас тут. Там все нормально. Да тут тоже пойдет. Ладно. О, да. Вот есть такая особенность в зимнем дрезининге. Тупо боксовать. Да сейчас, погоди. Попробуем с раскачки. Так. Дайте-ка назад попробуем. Так. Ну, вроде веселее. Отъехали назад, сейчас попробуем раскатать с наскока. Если получится. Сцепление колес с рельсами никакое. Тут надо либо чистить, либо песок сыпать. Вот такая вот шляпа. Натяжечку. Аккуратненько. Плавно набирая скорость. А тут кривая. Сигнал.
самое главное, никого. Все, газу. Так, и остановка. Надо поправить наше транспортное средство. Классика жанра. Так, ну ставим на место. Ну что, первый барьер прошли. Он там смотрит, удивляется. Едь, едь, дорогой, не по твою душу. Ну, с Богом. С толкача и немного газа. Ух, тяжело, бедолаги. Ну, мы это уже проходили. Здесь очень красивый участок. Едем прямо по городской застройке. Здесь такой достаточно крутой частный сектор. Только что мы выехали из леса. И сейчас прокладываем себе путь. Конечно, да, путь-очиститель на зимнем дрезининге необходим. Ну, если рельсы, конечно, не наезженные. На раскатанных пойдет только в путь. С другой стороны, сейчас едем и не мерзнем. Почти не мерзнем. Там камушек какой-то был на путях. Не зря я канистру взял, потому что в таком темпе едем медленно, жрет она много. Зато по кайфу, дорогие мои друзья. Вон видно в колее следы. Кто-то гуляет, кто-то смотрит и мечтает. А мы с вами вот тут осуществляем наши маленькие желания. Стыков не слышно. Так, здесь мы лучше поаккуратнее, потому что можно смачно сойти с рельс. Мы тут все не такие уж экстремалы едем, поэтому надо побережнее. Конечно, говорят, обычно последний бой, он трудный самый, но здесь сложнее первым поездом пройти. Так, отлично. Едем дальше. Не часто так везет, что переезд без схода. Так вот, друзья, я постараюсь подсветить, надеюсь, вы увидите. Мы едем по обычному жилому микрорайону. Панельки, дворы, машины, парковки. Еще переезд. Оп, успех. Рядом, значит, что-то православное. Все за заборами, все с воротами. Ну а здесь типичные подмосковные дворы. Обычный жилой массив. Кстати, советская застройка, ну, наверное, самое качественное жилье. Все-таки тогда думали о людях, а не о заработке. Как вы помните, квартиры тогда давали, ну, типа на халяву, но зато не в собственность. Ладно, вопрос спорный. Мы продолжаем следовать далее. Кстати, не знаю, видно вам, нет, аж двухэтажный барак деревянный здесь сохранен. Мы что-то похожее видели на севере, когда в Коми ездили. Пешеходный переход, резинокордное покрытие. Оп, прошли. И универсам, круглые сутки. Можно будет дойти, купить себе что-нибудь съестного. А здесь обычно наливают. Тоже 24 часа. Ладно, тем временем мы приближаемся к очередным препятствиям на нашем пути. Плотный. Оп. Все. Все живы? Вот, друзья, поэтому я переделал ручку, чтобы вперед был тормоз. Когда сходим, жопой на нее надавливаешь, и дрезина встает.
надо по-хорошему в следующий раз будет брать какой-то ломик. И знаете, ломиком вот здесь вот продолбить себе для реборд желоба. Но это уже, как говорится, лирика. Ладно, ставимся. Переезд успешно пройден. Мы продолжаем наше увлекательное путешествие. Ну как продолжаем? Пытаемся. Снежный плен. Так, медленнее. Опа. И опять долгий-долгий набор скорости. Так сказать, запас кинетической энергии. А тем временем у нас еще одна платформа. Что-то там на рельсах наложено. Типа камешков. Вот такая вот платформа. Ребят, в лучшем духе железной дороги нулевых. Вот это вот заборчик изогнутый. Вот это вот знак. Классика. Все здесь напоминает 2005 год. Даже вот эти бутылки пивные. Не то, чтобы они с того времени остались, но стилистика та же. Еще один барак. За ним уже более свежепостроенное здание. Крайне необычно. Конечно, живут. Незаметно проехали резинокордное покрытие пешеходного перехода. Очень необычно. Да, на зимний дрифт такой обязательно надо брать с собой ломик, чистить желоба и какие-то ставить щетки, сметки, чтобы хотя бы верхушку снега они сбивали. Потому что, да, мы едем с вами, согласен. Но сзади у нас остается вот что. Видите? Это, друзья, прессованный снег. Он нам еще даст. А тем временем предвходной светофор, первая точка. Приближаемся. Несмотря на то, что кривая, скорость набираем весьма уверенно. Мы пошли с горки. Здесь лучше не торопиться. А то что-то положит на рельсы, снегом припорошит, не заметим и выкинет с кривой. Такой нам тоже с вами не надо. Так, заехали. Да, здесь удивительное соседство частного сектора, зажиточного частного сектора, я бы сказал, и современных человейников. Вот какие дома сейчас высокие строят. И он уже не кажется каким-то небоскребом. Подумать только. Но все равно качество жизни, на мой взгляд, выше все-таки вот в таких вот домиках. Малоэтажная застройка. Своя территория, свой гараж. Супер! Так, а нам устроили завал. Ну надо же. Прям как в лучших традициях открытия движения. Честно говоря, не ожидал, но мелочь, а приятно. Ладно, сейчас мы это быстренько разберем. Красота. Вот неожиданно. Держу пари, народ с утра удивится. Ну, кто в теме, конечно же. Ладно, на штурм. Нет, так просто не получится, да? К сожалению, все вот такие моменты здесь с толкача. Так. Оп. Все, заехали. Отлично. Ну, едем дальше. И вот мы подъезжаем уже к конечной, ну или начальной точке дороги. Хотя нет, не совсем. А я вам скажу, дорогие друзья, никакую технику безопасности он не соблюдает. Ну как-то так оно и происходит. Покидаем городскую часть Жуковского
собаки-людоеды. Мы пытаемся въезжать в частный сектор. Песы удивлены. Наш добрый пассажир подсказывает, что это уже поселок Кратово. Да, город и поселок. Даже света нет. Песы нас не преследуют. Мы им не интересны. Но зато здесь можно расслабиться и насладиться зимним пейзажем. А он здесь есть. Деревья, дома. Не, походу расслабиться не получится. Да, надо было брать лопату. Как говорится, нет препятствий патриотам. Желтый, желтый, желтый снег, синие бабищи. Как-то так это все и происходит. Настолько ужасно, настолько и прекрасно. Надо еще будет центральный горб срубить, а то на брюшке поедет. Так, дальше норм. Ну, еще вот здесь вот ниточку надо подчистить. Или рискнем. А, нормально, примнется. Так. Не, зима, зацепа не хватает. Будем чистить. Ну, попробуем. Все вышли. И это успех. Очередная победа безумия над здравым смыслом. Детский садик. Богатый дом, узкоколейка. Да, прекрасное сочетание дороги. Ой. Опять резинокорд. Ох, нехотя. С таким трудом набранную скорость сбавляем. И опять. Тем временем можно полюбоваться на пейзажи. Деревня. Входной нечетный. Почти приехали. Но здесь мы, пожалуй, свистеть не будем. Последняя кривая, переезд и сердце этой дороги. Все. Посадим и посмотрим, что здесь. Ну и мы немножко на территорию пролезли, давайте посмотрим. Ну вот это классика жанра, модернизированный тепловоз Ту-2. Конкретно этот 078 лицо малой московской детской железной дороги. Насколько знаю, он был установлен на этот постамент 13 июля 2022. Обрел, так сказать, свой покой. Ну, что сказать, многие считают эти тепловозы уродами.
Ну, наверное, не безосновательно. Да, дизайн весьма своеобразный, но, на мой взгляд, опять же, вполне духа времени. Таким его сделали в Калуге в далеком уже 2005 году. В этот же год произошла глобальная реконструкция всей детской железной дороги, которая стерла налет уюта узкоколейки. Да, ушли в историю оригинальные тепловозы Ту-2, вагоны, старое депо с этими большими массивными деревянными воротами, тоненькие рельсики узкоколейки. Все это уже прошлое. Но так надо. Это не просто какой-то уголок, где любитель железных дорог может поностальгировать и предаться воспоминаниям. Это вообще-то учебное предприятие, комбинат, кузница кадров, если хотите, где из обычных нормальных детей делают железнодорожников. И в 2005-м все подогнали под современные на тот момент нормы РЖД. Рельсы, железобетонные шпалы, резинокордные покрытия на переездах и пешеходных переходах. Да, тепловозы, может, и изуродовали, но зато там стоят современные приборы безопасности. Поменяли пульт диспетчера, сделали централизацию стрелок. Все это такое, какое оно сейчас на большой железной дороге. И оно таким и должно быть. Ну, как вы себе представляете, на чем обучать молодежь? На какой-то старой технике, каких-то древних технологиях, а потом их выпинывать в современный мир, где уже на сегодня, прости господи, асинхронный тяговый привод. Это уже не что-то такое космическое, это реалии, ласточки, иволги, там, ИП-20, грузовые электровозы. Оно все есть. Поэтому, да, тут идут в ногу со временем. Хотя, ребят, 2005 год, уже, наверное, скоро можно будет начинать ностальгировать, не так ли? Так вот, мы с вами все это посмотрим летом, когда будет светло, когда будет видно все лучше. Но, если вкратце, вот это вот здание, это учебный корпус. Здесь расположены техклассы, где мальчишки и девчонки обучаются всем премудростям железнодорожного мастерства. А вот этот длинный цех, там отдыхает подвижной состав, не самоходный, вагоны. Это что-то типа вагонного депо. А сейчас мы с вами пойдем ближе к локомотивному. Да, идем, приходится вот так вот партизанить. Но зато есть увлекательная возможность увидеть это все вообще без никого. Без посторонних глаз, без посторонних лиц. Там машина едет. Стоим в теньке, не отсвечиваем. Хитман. Конечно, да, запросто здесь может нас сейчас прийти и прогнать охрана. Ну, справедливости ради, они будут правы, но посмотрите, какая красота. Какая эстетика. Ух. Очень красиво. Особенно это красиво зимой. Летом как-то не то. Вон тут путейские тележки, рельсы, знаки сигнальные. Все аккуратно сложено. Хозяйство ведется. Там въездные ворота. Здесь, видимо, заезд для грузового транспорта. Очень хорошо. Очень классно. А посадочная платформа, она туда дальше. Здесь же путевое развитие уходит в тупичок, где может развернуться тепловоз. Такая красота, друзья. Так, здесь прочищенная дорожка. Ну, коль такая пьянка пошла, давайте попробуем пойти посмотреть уже все. Дорожка очень скользкая. Вернуться элементарно. Ух ты, не зря пошли. У вагонного депо стоит такая вот тележка. Вот так в вагонном депо выглядят вагоны. Платформа пионерская. Собственно, с нее и начинается Кратовская детская железная дорога. Перрон, я думаю, идти сейчас не самая хорошая идея. Это будет уже сверхпалево. Вот так она и выглядит. Высокая платформа, кассовый зал, навес. Все там есть. Там вдали
заканчивается тупиком. Вот эти два пути сходятся в один. Кстати, здесь тепловоз точно такие же маневры делает, обгоняется, так что оба пути используются. Там будка стрелочного, ну, дежурного по стрелочному посту. Туда мы пойдем с вами уже летом. Как-то так это все выглядит, если подойти поближе. Очень круто видеть все это не разрисованным, не расписанным и не раздестроенным. Да, я это уже все говорил, но, блин, как же глаз радуется, друзья. На обратном пути нас ждал коварный сход. На том самом участке, где мы ногами отбивали путь. Вон даже, наверное, видите, как вправо уходит след от желобов. А все из-за этого льда. Лед, вот в чем беда. Наехали на обледеневший участок рельс. Все, и сошли. Я тут даже сам шандарахнулся. Прессованный снег. Температура плюс-минус, плюс-минус. Вот он становится гладким и скользким. Сейчас едем назад, пытаемся. Да, конечно, мы здесь накатали колею себе. Толку не особо много, потому что наледь. Вот эта наледь, она просто убивает всю силу трения. Нет зацепа, поэтому постоянно боксуем. Разгон с толкача. Толканул, запрыгнул, все. И главное не останавливаться. А учитывая, сколько у нас впереди препятствий, переездов, переходов, останавливаться придется и не раз. Вот так, друзья, и едем. Это поселок Кратово. И сейчас въезжаем в город Жуковский. Но в Кривой притормозим. Там здесь проезжали, но нам лишние сходы, сами понимаете, не нужны. Плюс отсутствует переездная сигнализация. И смотрите, как опасно вот этот Кривой. Оп. Так. Сейчас имеет смысл встать и направить дрезину. Нет, все равно не попал чуть-чуть. Желоба надо чистить. Очередное отправление с очередным боксованием. Ну, вот как-то вот так вот. Здесь тоже аккуратненько. Все, прошли. И въезжаем в город. Прям сразу же. Удивительно. Я такое соседство, панельки и узкоколейка видел, но только на Алапаевской дороге. Там тоже проходит через городскую застройку. Ух, здесь аккуратненько. Раз. Два. Все, едем дальше. То же самое сочетание. Друзья, я думаю, не только у меня узкоколейка ассоциируется с какой-то пердью, с глушью. Единственная транспортная артерия. Вот две стальные тонкие нитки через леса и болота. А здесь, пожалуйста, типичный город. Все, уже накатано. Спокойно едем. Да, здесь раскатать как следует. Можно нехило так хасанить. Какие-нибудь скрипки придумать. Или щетки. Лучше всего, конечно, резинку. Таксовать можно. Красиво, ничего не скажешь. А вот и место нашего завала. Да, назад дорожка намного проще. Раскатана, укатана. Уже все такие опасные места мы знаем. Вот удивятся люди с утра. Так. Так, еще два. Отлично, прошли.
все равно в Кривой как-то стрёмно. Вроде видно, что рельсы нормально уже, чистые, препятствий нет. Но как-то уж очень неохота вылетать в Кривой, особенно здесь заборчик. Ух. Вот и остановочная платформа. Давайте посмотрим ее поближе. Ну, собственно, друзья, мы все тормознули на платформе «Школьная». И это единственная платформа, на которой поезда останавливаются регулярно. Здесь остановка по расписанию. Единственный такой самый натуральный остановочный пункт, промежуточный. Следующая платформа будет детская, но она такая, знаете, грубо говоря, остановка по требованию. Там платформа не такая длинная, не на весь состав, всего на 2 вагона. И используется она для доставки детей, собственно, ну, не в пионерский уже, а в детский лагерь. Поэтому там у них территория огороженный, лесочек и очень такие приятные места. А здесь же, прямо среди города, вот, пожалуйста, платформа самая натуральная, в лучшем духе классических железных дорог начала нулевых. Вот цвета какие, перекрасьте, чем не московско-рязанское отделение. Все здесь стилизовано. К сожалению, да, это тоже осталось как будто с нулевых. Но справедливости ради, местные никто ничего не расписывает, не дестроит, не отламывает. И все это находится в очень хорошем сохране. Честно говоря, любо-дорого смотреть. Все-таки железные дороги нулевых годов определенно имели свой стиль, свой шарм. И приятно видеть даже в наше время остатки. Привет из прошлого. Хотя на момент реконструкции все это казалось такой безвкусицей. Сейчас ничего, попривыкли. Ладно, едем дальше. Эти камни, щебень, кто-то положил в привет поезду. Переезд под названием Пекарня, потому что здесь Жуковский хлебзавод. Так, попали. Здесь теперь аккуратно. Так, вроде нормально. Все аккуратненько. Едем дальше. Да, потому что мы проехали хлебзавод. Видимо, сейчас выпекает ночная смена. Хлеб, чтобы утром в магазины свеженькие доставили. Аромат хлеба, конечно, это явно не то, что ожидаешь здесь увидеть вот средь ночи. Жуковский, двухэтажные трущобы, какие-то РПЦшные строения, панельки, узкоколейка, запах хлеба. Господи, что происходит? Так, слетела. Так, а если мы ее как-нибудь так подвесим? Так, не в тему остановка. О, да. Да, приходится нарушать одно из основных правил по охране труда на железных дорогах. Это запрещение на запрет на посадку, высадку, ну, грубо говоря, на сход, заход, на подвижной состав на ходу. То есть выходить из локомотива только на остановке. Так.
Так. Все по плану. Отлично. Едем дальше. Да, намного приятнее ехать. Один раз пробили дорожку, совсем другое дело. За хлебом поехал. Притормозим. Здесь проблемы нет. И, кстати, несмотря на то, что минус, как-то не холодно. Ну, по крайней мере, пока. Да, комфортная скорость. Привычка. Так, вот этот переезд. Ну, давайте аккуратненько. Нет, тяжело ей. Ну-ка, подтолкни-ка. Опа. Все, лайба на опыте. Знает, куда надо вставать. Да, как всегда. С толкача. И запрыгиваем. Оба, есть. Все, теперь главное не останавливаться. Хотя одну остановочку мы еще сделаем. Как я и говорил, платформа детская. Это платформа Саратовского лагеря детского. Ну, не исправительно-трудового, а простого, летнего. И у них есть своя маленькая платформа. Я ее уже вижу, вы, наверное, еще нет. Очень темно. Территория, сплошной лес. Эта дорога дарит бурю эмоций. Вот она, смотрите, какая малышка. Всего на 2 вагончика. Привезти детей. И туда они идут на территорию. Там они отдыхают. Платформа, в принципе, просто маленькая платформа на 2 вагона. Абсолютно безликая. Поэтому нет, без остановок. Хотя раскатали, едем сейчас, ну, намного лучше. Прям на порядок, дорогие друзья. Все-таки зимой в этом есть какой-то свой странный, но определенно кайф. Особенно приятно, что не надо переживать за состояние пути, за ширину колеи. Ну, потому что здесь все выдержано по нормам. За инфраструктурой здесь следят ох как нигде. Ну и давайте попробуем рубануться до конечной. Там тоже будет интересно. Вот уже заехали на скорости. Главное не останавливаться, не терять кинетическую энергию. Ехать нам не так уж и долго. Фактически один переезд остался. И мы с вами проедем, ну, практически всю дорогу. Тоже очень типовое сочетание. Вышли из леса,
Здесь гаражный кооператив, гаражи, за ними уже широкая колея. Тут. Вот он, входной. Понятно, что мы его с вами подзапрещающие. Дрезине тяжело, 3 тела, в горку, снежный покров. Но справляется. Рядом отель Андерсон. Эх, бедная завязает. Ну что, родная, последние метры-то, а? Чуть-чуточка осталось. Давай, давай, моя хорошая, справишься. Ну, вот такое сочетание, друзья. Так. Нет, здесь все. Ну, давайте ей поможем. Так, ну давайте. Чуть-чуточку осталось. Чуть-чуть. Что? Запрыгнул. Давай. Это, знаете, друзья, как корабль Арго, когда его аргонавты тащили через пустыню. Так же и здесь. Ух, сколько же она сейчас бензина жрет, с ума сойти. Неудивительно. Давить этот снег тяжело. Ух ты ж, ё-моё, М4 еще остался. Жуткая электричка. Собственно, станция Юность и бессменный Ленин. Даже свет горит, посмотрите. Красота. Ну, наверное, здесь мы и остановимся. Итак, станция Юность, дорогие мои друзья. Это конечная станция Кратовской детской железной дороги. Здесь поезд прибывает сюда на первый путь. Тепловоз отцепляется и через вон тот тупичок по второму пути обгоняется и заходит составу в хвост, переделывая его в голову для того, чтобы вернуться назад. Здесь самая настоящая станция. Здесь большая платформа, большой такой вот навес. Все как и на всей детской дороге, сорян. Все на всей, да. Стилистика нулевых. Тот же заборчик, все то же самое. Стоит Ленин снегом припорошенный и станционное здание. Я опять же повторюсь, удивительно, что все это никто не ломает, не расписывает, не портит. Это прям, вот это прям круто, это прям за это лайк королевский, так же как и видео. Ну и подписаться не забудьте уж, ну, коль начали. Такие вот дела. Чем здесь примечательна эта станция? А вот за этим забором находится платформа «Отдых». Это такая основная точка, которая связывает город Жуковский с Москвой. И здесь практически транспортно-пересадочный узел. Насколько я помню, вот в тех зданиях подземный переход к платформе. Поэтому здесь все вот так вот очень удобно. Из Москвы приехать не в Кратово и оттуда пешком там топать минут 15, а здесь на отдых, сесть на поезд и поехать в счастливую сказку. Все, в сторону погрузки. Так,
Здесь мы остановимся, потому что мы как бы не тот поезд, у которого преимущество, особенно перед «Газелью». Ладненько, попробуем. Ну, идет нормально. По крайней мере, пока. Так. Так. Раз и два. Все, ходу. Ух, как она бежит-то, а! Ну все, можно грузиться. Вот, друзья, такая вот она, малая московская детская железная дорога, Кратовская дорога. Такой маленький блиц-обзор ее 3D-копии. Естественно, это все снято не на настоящей натуре, это все компьютерная симуляция. Ну, вы поняли. А настоящую дорогу мы с вами посмотрим летом. Посмотрим, как молодежь управляется железнодорожной техникой, с вагонами, с тепловозами. Посмотрим их учебный корпус, как они учатся, что им показывают, как устроены учебные помещения, классы. Я думаю, будет интересно. Поэтому подписывайтесь на канал, ставьте лайки. А у меня на этом все. Всем пока, друзья. Удачи!